Топ-50 фактов про новое поколение. С-137 – большое скопление миров, открытое арнильским ученым Агнедом. В новом поколении 24 измерения. Измерение Арнир, или же Верхний мир, одно из измерений, наиболее пригодное условиям для жизни, покрыт средней растительностью и имеет множество природных зон, где обитает большое количество необычных животных. Этот мир стал главным для жителей скопления, так как именно здесь находится цивилизация Арнир. Арнир – уникальный город, государство советской республиканской формы правления в Верхнем мире, скопление С-137. В управлении были Великий Арнильский совет ВАС. Этот орган, управляющий цивилизацией Арнир. Он рассматривал самые разнообразные вопросы, решал конфликты между жителями и судил преступников. Совет располагался в огромной крепости в центре Арнира. Религия Арнира. Бог света – главный бог в религии арнильцев. Второстепенные боги – Селян – бог природы, Люксун – бог света, Эребон – бог тьмы, Плутон – бог сокровищ, Красаун – бог равенства. Арнир существует около 1000 лет. Иногда под Арниром подразумевается весь мир в целом, а не город. На превью Арнир появлялся только один раз. Аэроман. Растительное измерение с ярко-желтой травой, распущенные на темно-коричневых почвах и на высоких деревьях, с необычной листвой серого или желтого цвета. Атмосфера темно-серого цвета, ландшафт представляет из себя невысоких холмов и плоских равнин, под землей есть сеть пещер. Баратос. Полумертвое пустынное измерение, где огромное солнце остановилось на месте. Ландшафт равнинный, сочетание небольшими горами, часто встречаются скалистые образования. Поверхность мира – безжизненная пустыня без растений. Некоторые животные приспособились к таким условиям. Бездна. Одно из самых жутких и опасных измерений. Ландшафт бездны представляет собой сочетание холмов и равнин, наполненных опасными кровавыми растениями и животных. Бездонье. Измерение с серой почвой и темными бледно-зеленой травой, распущенной на ней. В этом мире высокие темные серые деревья с освещающей голубой листвой, атмосфера имеет синий цвет. Ландшафт в основном сочетается холмистый лес и равнины, распущенными на них небольшими голубыми кустарниками и травами. Пещеры в этом мире присутствуют, но и они очень маленькие и встречаются крайне редко. Это очень опасное темное измерение с густой растительностью и множество опасных животных. Часть растений может излучать голубой свет. Название бездна первоначально имели два измерения, но одно из них теперь принято называть бездоньем. Глубокоземье. Пещерный мир, где его ландшафт очень необычный. Пол совершенно плоский, а потолок ухабистый и холмистый. Некоторые части, которые спускаются до земли, в глубокоземье, обитают в основном каменистые паукообразные. Гарденсия. Островное растительное измерение, в котором можно встретить большое количество необычных растений и гигантских цветов. Атмосфера голубого цвета, океан окрашенный в зеленый цвет. Грикон. Опасное измерение с гористым рельефом. Везде расположены густые леса с фиолетовыми деревьями, похожие на сосны и ели. В Гриконе обитает множество опасных существ. Единственный разумный вид – глушители. Конфетный мир. Одно из самых необычных измерений. Поверхность мира в основном плоская, с небольшими перепадами высот. Земля покрыта розовой травой, сладкими растениями и большими конфетными структурами. Также встречаются озера, наполненные сахарной водой, которые можно найти на поверхности. Атмосфера окрашена в фиолетовый цвет. Край. Измерение, состоящее из скопления парящих в фиолетовой пустоте бледно-желтых камней. Растительность и жизнь почти отсутствует. В мире достаточно низкая температура и отсутствуют истоки света. Крипония. Мир с густой ярко-зеленой растительностью и темно-зеленой атмосферой. В Крипонии водится много различных видов криперов. Кривествие. Пещерный мир, состоящий из фиолетового камня, на котором растут различные цветные кристаллы. Луналус. Измерение, состоящих из парящих каменных глыб различных форм и размеров. Лучеземье. Обычный растительный мир, поверхность которого в основном плоская с небольшими перепадами высот, покрыт разноцветными невысокими деревьями, растениями, цветами и желтой травой. Часто встречается в заброшенных строениях. Лалтия. Благоприятный мир с густыми и обширных оранжевых лесов с холмистым рельефом. Деревья имеют высокие стволы с кольцами листьев, равномерно расположенными до самой вершины. На верхушках большинства деревьев растет небольшой куст. На поверхности также есть различные растения. Некоторые из них короткие, а другие вырастают довольно высокими. Водится много опасных животных. Мистериум.
Измерения с грибной растительностью, отсутствует солнце и день, на небе постоянно находится луна и звезды. Огненное королевство, или же пламенное измерение. Наиболее опасный мир скопления, температура очень высокая и из-за чего влажность почти нулевая и вся вода испаряется. Повсеместно распространены лавовые океаны и моря. Небо отсутствует, вместо него потолок из камня. Выглядит как большая темно-коричневая пещера с грибной растительностью с красно-голубой, желтой и другим цветом. Прекассия. Благоприятные измерения для жизни с нормальным циклом дня и ночи, а также с густой зеленой растительностью на равнинной и холмистой ландшафте. Под землей находится сеть пещер, похожих на пещеры Верхнего мира. В лесах обитает много враждебных животных. Пруды Вокс. Мертвый мир, где очень опасно находиться из-за его радиоактивности. Ландшафт мира ровный, повсеместно распространены болотные пруды и мертвая растительность. Постройки находятся в разрушенном состоянии и заброшены. Солнце светит тускло, атмосфера темно-зеленая, в мире много животных, приспособленных к таким условиям. Пилотопия. Крайне опасное измерение, где полностью отсутствует свет, имеет плоский ландшафт и заполненный очень густым лесом. Мир почти абсолютно черный, поэтому невозможно что-либо увидеть без света, рядом или без специального зелья. Леса наполнены множеством опасных животных. Селева. Измерение клоунов. Состоит из множества парящих островов, состоящих из темно-серого камня, покрытого красной травой. Деревья напоминают надувные шары разных цветов. Все виды существ напоминают клоунов. Атмосфера окрашена в темно-зеленый цвет. Убежище. Измерение парящих островов. Ландшафт сформирован множество массивных островов, летающих в пустоте. Рельеф островов довольно горнистый, с множеством высоких скал и выступов. Острова располагаются довольно близко друг к другу. Поверхность островов покрыта разноцветными растениями и деревьями. Здесь в огромном количестве можно найти жилые кристаллические руды. Небо желтого цвета, животных мало. Рунандор. Холмистое измерение с ярко-голубой растительностью. Животных почти нет, атмосфера голубого цвета. Эльборея. Водный мир, полностью состоящий из огромного океана с плоским рельефом дна, покрытым морской растительностью. В водах этого мира обитает множество животных. Почти все измерения были взяты из мода Eden of Ascension. Возможно, скопление было создано богом Арниром, а некоторые миры из скопления стали принадлежать различным полубогам. Впервые теория о существовании бесконечного множества миров была выдвинута арнильским ученым Хобсоном Твильгерстом. С-137 это, возможно, является отсылкой из мира Рик и Морти. В новом поколении была создана секретная организация божественных существ под названием Лига Святых, в котором находится 5 персонажей. Междумирец, Повелитель Времени, Арнир, Вершитель Правосудия, Санфиш, Владыка Пространства. И еще 2 персонажа. Арнир сделал так, что Ложка не смог услышать имена других участников. Но о Лиге знали простые смертные. Возможно, и Междумирец был изгнан из Лиги Святых после того, как вмешался в историю Лолошки. Лолошка живет в Верхнем мире. Гектор не мог запомнить имя Лолошки и звал его Лопоклошка, Ложка-Клошка, Лаш-Ловка и так далее. Карл и Дина дали прозвище Дяденька Компас. Способности у Ложки, оккультная магия и полет.